Приветствую вас на канале Сад Огород своими руками. В этом видео хочу рассказать об одной распространенной ошибке, которую допускают огородники при выращивании сладкого перца. И вот эта ошибка существенным образом влияет на уменьшение урожая плодов. Все дело в том, что у сладкого перца две стадии спелости. Техническая и биологическая спелость. Какая разница между этими спелостями? Давайте с этого и начнем. Вот техническая спелость — это когда плод увеличился до своих сортовых размеров, и плод еще не меняет окраску. Можно такую перчину уже срывать, можно перерабатывать, можно употреблять в свежем виде. Она готова полностью к применению по назначению. Но покупая семена, многие огородники читают на пачке, что перец, допустим, красный, либо оранжевый, либо желтый. И вот уже увеличились перчины, и огородник ожидает, когда же перчина покраснеет. Но все дело в том, что в семенах, для того, чтобы они вызрели, очень много различных микро-макроэлементов, различных элементов, которые вместо того, чтобы пойти на навязывание следующих плодов, на увеличение следующих плодов, на нарастание следующих плодов, вот эти элементы все тратятся на вызревание семян. И все, пока не вызреют семена вот в этих перчинах, не пойдет навязывание следующих. Я вам честно скажу, мы оставляли специально, мы практически не срывали со своих растений ни одной перчины. Но я снимаю видео, я показываю, как влияет та или иная подкормка, либо то или иное агротехническое действие на развитие растения. Поэтому мы не срывали. И у нас идет покраснение, но у нас практически не пошло завязывание следующих плодов, пока не вызрела значительная часть, да, не покраснела. Вот только сейчас пошло цветение следующей волны. Если бы мы провели уборку, срывание вот этих плодов, когда они укрупнились, но еще были вот такими зелеными, я вас уверяю, у нас уже была бы завязана и в таком размере следующая волна. То есть почти было бы удвоение урожая, но в 1,5 раза больше, так это точно. Так вот, ожидая покраснения или вообще вызревания по биологическим показателям перчин, вы таким образом теряете в плодоношении перчика. Подумайте, друзья, нужно ли вам вот эта вот красота, вот это вот изменение цвета. Если это не принципиально для вас, как только увеличилась до размера сортового перчина, срывайте ее, откройте дорогу для нарастания новой волны. Не держитесь за вот эти какие-то визуальные изменения. Пусть лучше физическое нарастание будет. И поверьте, вы с одного куста возьмете намного больший урожай. Если, конечно же, для вас это не принципиально. Да, в конце, когда уже конец сезона, уже осень, там последняя волна, вот ее мы тоже держим зачастую до полного вызревания. Тогда уже много красного перца, там уже не критично. Но когда еще в разгаре вегетационный сезон, когда еще впереди много теплых дней, и вот эти цветочки успеют превратиться в полноценные плоды, то лучше не задерживать их завязывание, оставляя на биологическое вызревание перчины. Не растрачивайте ресурс растения впустую. Вам эти семена не нужны. Конечно, если вы не собираетесь собирать семена и потом выращивать со всех перчин, либо продавать эти семена, да, вот тогда не ждите вот этого покраснения. Это все пустое, как бы, по большому счету. Оставьте 2-3, сколько там растений для лечи, допустим, если вы собираетесь с красных плодов, потом закатывать лечи. Это так. А вот основное такое, то можно, в принципе, с успехом. И они не менее вкусные, даже вот в таком состоянии поспевания. Вот, собственно, все, что хотел рассказать в этом видео. Надеюсь, оно для вас было полезным. Если это так, поставьте лайк, напишите комментарий для поддержки канала. Желаю вам всего хорошего, крепкого здоровья, мирного неба над головой. До свидания, до новых встреч.